Приветствую вас, друзья! 8 сентября в возрасте 96 лет скончалась королева Великобритании и королевств Содружества Елизавета II, она же Элизабет Александра Мэри Виндзор. Елизавета II взошла на престол 6 февраля 1952 года в возрасте 25 лет, после смерти своего отца, короля Георга VI. Таким образом, Елизавета II правила 70 лет и 214 дней. Титул Ее Величества в Соединенном Королевстве звучал так: Ее Величество Елизавета II, Божьей милостью королева Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии и иных своих царств и владений, глава Содружества, защитница веры. Как и любую персону такой стати, жизнь Елизаветы II окружали тайны, а ее биография наполнена интересными фактами. В детстве Елизавета даже и не думала, что станет королевой. Она была старшей дочерью герцога и герцогини Йоркских и стояла третьей в очереди на британский престол после своего дяди Эдуарда и отца. В 1936 году ее дядя, король Эдуард VIII, отказался от престола, чтобы жениться на разведенной Уоллес Симпсон. Отец Елизаветы, Георг VI, занял трон, и она стала первой в очереди на трон. Вторую мировую войну Елизавета встретила в 13-летнем возрасте. Тогда же она познакомилась со своим будущим мужем Филиппом. В возрасте 19 лет Елизавета присоединилась к женской вспомогательной территориальной службе. Там она научилась вождению и стала известна как лейтенант Элизабет Виндзор. В 1947 году Елизавета вышла замуж за Филиппа. В 1948 году у них родился сын Чарльз. В 1950 году дочь Анна. В 1960 году сын Эндрю и в 1964 году сын Эдвард. К власти Елизавета II пришла в 1952 году после смерти отца от рака легких. Ей тогда было всего 25 лет. О смерти отца она узнала, находясь с мужем в Кении на отдыхе. Супруги отдыхали в отеле Тритепс, гостиничные номера которого располагались на деревьях и были обустроены в виде домиков, связанных из жердей. Позже об этом писали: впервые в мировой истории девушка поднялась на дерево принцессой и слезла с дерева на следующий день королевой. Коронация Елизаветы II 2 июня 1953 года в Вестминстерском аббатстве стала первой, которую транслировало телевидение. У Елизаветы II было два основных прозвища – Лилибет и Капуста. Прозвище Лилибет появилось потому, что в детстве маленькая принцесса не могла выговорить свое полное имя и произносила его как Лилибет. Вскоре домочадцы подхватили его, и оно на всю жизнь прикрепилось к будущей королеве. Второе прозвище Капуста дал ей ее муж Филипп. Когда Филипп ложился спать, он говорил жене: «Подвинься, капуста». Во время своего правления Елизавета II застала 15 президентов США, 16 премьер-министров Великобритании и 7 пап римских. В 2016 году она стала самым долгоправящим монархом в мире, после того, как умер король Таиланда Рама IX, царствовавший целых 70 лет. Сумочка на ее руке – это был не только аксессуар, но и средство невербальной коммуникации. Когда Елизавета II клала сумку на стол, это означало, что она хочет уйти в течение 5 минут. Если она ставила сумку на пол, это показывало, что ей не нравится разговор и она хочет, чтобы ее увели. Если же она перевешивала сумку с одной руки на другую, это означало, что пришло время заканчивать разговор и собеседник ее задерживает. Елизавета II была заядлой собачницей, которая обожала корги. На 18-летие ей подарили вельш-корги по кличке Сьюзен, и с тех пор Елизавета не расставалась с этой породой собак. Только потомков Сьюзен насчитывается более 3 десятков. В честь платинового юбилея Елизаветы II американская компания Mattel представила миниатюрную копию монарха в виде коллекционной куклы Барби. Кукла Квин была выпущена ограниченной серией, и одна кукла, одетая в платье цвета слоновой кости с голубой лентой, украшенной орденами из королевского гардероба, стоит $75. Каждый день Елизавете II приходили тысячи писем, и она наугад читала несколько десятков из них и обязательно отправляла ответ. Всего за свою жизнь она отправила более 3 миллионов писем.
Она была для британцев символом стабильности и традиций, и вместе с ней ушла огромная часть каждого, кто ее любил.